Путин обратился к Зеленскому. Срочный приказ остановить наступление российской и украинской армии. Россия пошла на перемирие. Сколько продлится? Авиация наносит удары. Ближний Восток по-прежнему в огне. Трамп экстренно запросил помощь. Кому звонит из Белого дома? Тайные переговоры Москвы. Россия заявила о закрытом диалоге по остановке войны. Детали. Удар НАТО по технике РФ. Москва обвиняет Альянс в эскалации. Срочное заявление из Москвы. Путин направляет ударные силы, и речь не об Украине, а Лондон обращается к Кремлю. Что происходит? Операция ФСБ в Украине и СБУ в России. Слив данных и ликвидация представителей ТЦК. Заявление Киева и Москвы. Армия пошла против людей. Военные силы для подавления протестов. Казахстан без парада победы. Зеленский дерзко отвечает США за Донбасс, а полиция бросает за решетку того, кто сжег стратегический запас американской туалетной бумаги. Громкая история. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку, и я начинаю. Россия пошла на прекращение огня. Путин отдал приказ. Кремль объявляет пасхальное перемирие. Боевые действия и наступления обещают остановить на 32 часа. С 16:00 11 апреля до конца 12. Приказ уже отдан. Армии стоп, но с полной готовностью мгновенно отвечать на любые, как заявили в Москве, провокации. В Кремле подчеркивают, это жест в честь праздника, но с условием, что ответ последует сразу. Путин обратился и к Зеленскому. В заявлении говорится, что Москва ожидает, что Киев тоже нажмет на паузу и поддержит это перемирие. Отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях, войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия. При этом, напомню, пасхальное перемирие Зеленский предлагал России неделю назад. Тогда в МИД РФ назвали его заявление пиар-акцией, которая необходима для укрепления сил ВСУ. А Кремль заявлял, что не увидел четко сформулированной инициативы со стороны Зеленского. И уже через 2 часа после заявления Путина последовал ответ из Киева. Украина принимает предложение и предлагает не возвращаться к ударам и после Пасхи. Такое заявление сделал Зеленский. Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответствующим образом. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру. И у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи. Украина ждет в гости американскую делегацию, чтобы та могла точно понять, чего хочет Украина. Уиткофу и Кушнеру пора услышать не только версию Путина. Так считает Зеленский, который накануне раскритиковал еще и вице-президента США Джей Ди Венса. Последний недавно заявил, что Москва и Киев спорят на переговорах лишь о нескольких квадратных километрах. Так Венс отозвался о Донбассе. Зеленский говорит, Венс не принимал участие в переговорах и поэтому не до конца осознает, где проходят границы и что означает каждый так называемый кусочек земли. Напомнив, что на территории Донецкой области, которую требует под свой контроль Россия, проживает 200 тысяч человек. На Банковой говорят, что скоро переговоры в трехстороннем формате могут возобновиться, при этом сам Зеленский готов встречаться с Путиным, но, как и прежде, не в Москве и не в Минске. Киев же готов встретить и американских посланников. Мы открыты. Они сказали, что после пасхальных праздников они найдут ту или иную дату и, наверное, они приедут. Насколько я сейчас понимаю, из СМИ у них там в субботу и воскресенье переговоры относительно Ирана. Посмотрим, как там пройдут переговоры. Лавров же уверяет, переговоры по Украине идут, но эти переговоры очень тихие и закрытые. Контакты по украинской теме у нас продолжаются неформально, конфиденциально. Особых каких-то перспектив по возобновлению диалога долгое время мы не видели. Посредники, каковыми вызвались быть наши американские коллеги, сейчас заняты другими делами. И поскольку у них на все направления внешней политики одна группа посредников, сейчас возникла определенная пауза.
Европа начинает отдаляться от США, и громче всех об этом говорит Испания, где уже 51% населения считает Вашингтон прямой угрозой. Об этом свидетельствуют данные опроса «Политика». На фоне политики Трампа европейцы все чаще видят в США не союзника, а источник нестабильности и конфликтов. В Италии США воспринимаются как угроза уже у 46% опрошенных, в Бельгии у 42%, во Франции у 37%. Германия расколота, 30% считают, что США – это угроза, 32% – конкурент и только 8% – близкий союзник. Единственной страной с противоположной картиной остается Польша, где лишь 13% видят угрозу, зато 34% считают, что США – это партнер и еще 24% – союзник. Жители Испании находятся в авангарде движения за более сильную и независимую Европу на фоне широко распространенной настороженности по отношению к Америке Дональда Трампа, согласно новому опросу «Политика». У европейцев есть 2 недели, чтобы увидеть в США союзника. На это намекает Трамп. Он объявил о 2-недельном прекращении огня для того, чтобы не только, как он заявляет, прийти к соглашению с Ираном, но и использовать тишину, чтобы заставить европейцев активнее участвовать в открытии и охране Ормузского пролива, пишет западная пресса. Накануне Трамп потребовал от ЕС и в целом членов НАТО в ближайшие дни дать конкретные обязательства по обеспечению безопасности пролива. Об этом заявил генсек НАТО Рютте, который побывал на разговоре в Белом доме. Детали раскрывает Рейтер. Мы отмечаем разочарование в Вашингтоне, но они не консультировались с союзниками ни до, ни после начала этой войны, сказал один из дипломатов. НАТО как таковое не будет играть роль в войне против Ирана, однако союзники хотят быть полезными в поиске долгосрочных решений по Ормузскому проливу. С учетом продолжающихся переговоров с Ираном это может быть полезно, добавил дипломат. НАТО готово вписаться в операцию в Ормузском проливе, в этом также уверяет Рютте, если нужно, альянс подключится. По его словам, союзники уже фактически выполняют все требования Трампа, несмотря на первоначальную медлительность и шок от внезапных ударов по Ирану. Рютте подчеркнул, американское лидерство остается ключевым, а Европа вынуждена срочно усиливать военную мощь и вкладываться в оборону. Позвольте быть ясным, этот альянс не свистит, проходя мимо кладбища, как вы говорите, в США. Союзники понимают, и я понимаю, что мы находимся в периоде глубоких изменений в трансатлантическом альянсе. Европа берет на себя большую и более справедливую долю ответственности за свою обычную оборону. И обратного пути уже не будет, и его не должно быть. В МИД Ирана при этом вновь говорят, что переговоры зависят от того, как будут выполнять условия по прекращению огня США. В США при этом также напоминают, что в любой момент может быть отдан приказ открыть огонь, если действия Ирана будут противоречить условиям Штатов. Несмотря на это, стороны готовятся к встрече. 11 апреля в Исламабаде встретятся 2 делегации, и их состав уже известен. Американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. В ее состав также войдут Уитков и зять Трампа Джаред Кушнер. Иранскую сторону будут представлять спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. Последний накануне дал понять, что США должны надавить на Израиль, который в свою очередь должен прекратить наносить удары по Ливану. Судебный процесс по уголовному делу Нетаньяху возобновится в воскресенье. Региональное прекращение огня, включая Ливан, ускорило бы его заключение в тюрьму. Если США захотят обрушить свою экономику, позволив Нетаньяху разрушить дипломатию, это в конечном итоге будет их выбор. Мы считаем, что это было бы глупо, но готовы к такому развитию событий. Израиль же заявляет, что Хизбалла уже просит перемирия после мощнейших ударов. Операция «Вечная тьма» стала не просто атакой, а сигналом Ирану. В Иерусалиме называют иранцев покровителями Хизбаллы и прямо говорят: Тегеран паникует и давит ультиматумами. Израиль тем временем закрепляется в Ливане по многоуровневому плану и готов расширять наступление. В Минобороны заявили о потерях Хизбаллы. Операция «Вечная тьма» нанесла очень мощный удар по Хизбалле, оставив ее ошеломленной и дезориентированной глубиной проникновения и масштабом удара. Более 200 террористов были ликвидированы вчера, что увеличивает общее число уничтоженных в этой кампании до 1400. Это вдвое больше, чем во время Второй Ливанской войны. Тем временем Трамп экстренно просит помощи и лично звонит Биньямину Нетаньяху, требуя снизить удары по Ливану, чтобы не сорвать хрупкое перемирие с Ираном. Об этом пишет NBC News. И Нетаньяху уже заявил, что дал поручение начать с Ливаном переговоры о разоружении Хизбаллы и установлении мирных отношений.
Хотя администрация Трампа и Израиль заявили, что Ливан не охвачен перемирием, Израиль согласился быть полезным партнером, отметил чиновник. Нетаньяху заявил в четверг, что стремится к открытым прямым переговорам с Ливаном как можно скорее. Эти переговоры будут сосредоточены на разоружении Хизбаллы и установлении мирных отношений между Израилем и Ливаном. При этом израильская армия выпустила новые приказы об эвакуации целых кварталов Бейрута. Несмотря на все заявления, вечером 9 апреля армия Израиля после опубликованного предупреждения о вероятной подготовке обстрелов со стороны Ливана подняла в небо боевую авиацию и объявила о новой серии ударов по пусковым позициям Хизбаллы, говорилось в официальном заявлении. Удар НАТО по технике России. Москва обвиняет страну-члена Альянса, Норвегию, в масштабной подготовке к атакам в море. По данным источников издания ТАСС, осуществлять удары будут украинские военные при участии коллег из Норвегии. Для этого будут задействованы БПЛА и надводные дроны в холодных водах. Под прицелом российские суда, идущие из Мурманска через Баренцево и Норвежское моря, уверяет российская сторона. ТАСС публикует следующее сообщение. Содействие руководства Норвегии террористической деятельности киевского режима и предоставление своей национальной территории для подготовки и проведения диверсий на море напрямую втягивает Норвегию и весь блок НАТО в целом в военный конфликт с Россией. Ни Украина, ни НАТО на момент записи выпуска никак не реагировали на заявления, опубликованные в госсмедиа России. При этом Лондон заявил о срыве спецоперации Москвы. И помогла в этом Норвегия. Великобритания и Норвегия провели многонедельную военную операцию против российских подлодок в Северной Атлантике, действовавших у подводных кабелей. Были задействованы фрегат, авиация и сотни военных, которые отслеживали одну ударную и две разведывательные подлодки РФ. Лондон заявляет, что удалось предотвратить возможные диверсии против критической подводной инфраструктуры. Операция длилась более месяца, после чего российские подлодки покинули район, повреждений не зафиксировано. Военные Британии обратились к Путину. Хочу сказать Путину следующее. Мы за вами следим. Мы видим вашу деятельность в отношении нашей подводной инфраструктуры. Вы должны знать, что мы не потерпим каких-либо попыток повредить ее, и подобные действия чреваты серьезными последствиями. И еще одна тема, которая не утихает в западной прессе. Путин направил ударные силы. Кремль демонстративно проигнорировал угрозы Лондона, отправив фрегат сопровождать санкционные танкеры через Ла-Манш. Несмотря на обещание перехватывать теневой флот, Британия до сих пор не задержала ни одного российского судна. Военный корабль «Адмирал Григорович» фактически прикрывал нефтяные поставки, в то время как военный корабль Лондона шел позади. Эксперты считают, что Москва таким образом публично унижает Великобританию и проверяет ее решимость. При этом сотни подобных судов продолжают свободно проходить через британские воды. Лондон признает, остановить весь поток практически невозможно без серьезного наращивания ресурсов и жестких решений. Операция ФСБ в Украине. Спецслужбы России вербуют украинцев для ликвидации представителей ТЦК. Схема раскрыта в Одессе. Об этом заявляет Служба безопасности Украины. Украинские спецслужбы уверяют, что именно в городе у моря должна была произойти серия громких заказных убийств. Завербованный через Телеграм безработный из Полтавы превратился в агента и получил доступ к тайнику с гранатой, автоматом Калашникова и патронами. По заданию России, как уверяет СБУ, он проверил оружие и спрятал его в новом месте прямо в центре города. План был дерзким: передать схрон киллеру для покушения на военного чиновника, а затем расширить список целей. В заявлении украинской спецслужбы говорится, что планы не осуществились. Завербованный мужчина арестован, ему светит большой срок за госизмену в военное время. Уголовное дело светит и представителю ФСБ, который вел украинца, говорят в СБУ, цитирую. Обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Также заочно сообщено о подозрении куратору от ФСБ. Его действия квалифицированы как подготовка теракта, оконченное покушение на умышленное убийство и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами. В то же время ФСБ заявляет об операциях СБУ в России. В частности, накануне силовики устроили задержание и обыски. Арестован экс-журналист «Радио Свобода». Его обвинили в госизмене и сливе данных украинской спецслужбе. И в московской редакции «Новой газеты» прошли обыски по уголовному делу. Официальная версия о незаконном использовании персональных данных при создании негативных статей о россиянах. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости. Редакция «Новой газеты» назвала события правовым беспределом и заявила, что адвокатов в редакцию не допустили.
Правительство направило против граждан армию, силовой разгон. Военные берут ситуацию под свой контроль. Критическая ситуация в Ирландии. Об этом пишет Политика. Власти задействовали силы обороны, чтобы разблокировать парализованную инфраструктуру. Техника протестующих, грузовики и тракторы перекрыли стратегические маршруты и порты, угрожая поставкам топлива и химических веществ. Акции продолжаются уже несколько дней. Их организовали перевозчики и фермеры, возмущенные стремительным ростом цен на топливо. Требования – срочные налоговые послабления и вмешательство государства. Протестующие отступать не намерены и заявляют, что готовы усиливать давление, пока их требования не будут выполнены. Премьер-министр Михол Мартин заявил, что правительство не хотело выводить военных на улицы и стремилось избежать конфронтации с протестующими, но не имело выбора после того, как в среду был перекрыт доступ к ключевым портам Фойнс и Уайтгейт. На автозаправках заканчиваются дизель и бензин, а государственная водоснабжающая компания уже предупредила о потере привычных поставок импортных химикатов для очистки воды. 9 мая без парада. В этом году День Победы не будут отмечать торжественным смотром войск в Казахстане, пишут местные СМИ, ссылаясь на Минобороны страны. Вместо парада проведут уроки мужества, чествование лучших военнослужащих и ветеранов, а также экологические акции, а еще шествие военных оркестров, выставку техники и вооружения. Также парада не будет и 7 мая, когда в Казахстане отмечают День защитника Отечества. В прошлом году военный парад, приуроченный к 80-летию Победы, прошел 7 мая. На его организацию выделили более $5 миллионов, пишет издание «Орда». До этого парады отменяли несколько лет подряд из-за пандемии коронавируса и экономии денег. Не дали зарплату, сжег работу. В Калифорнии мощный пожар уничтожил огромный склад туалетной бумаги одного из крупнейших производителей – компании Kimberly-Clark. Огонь вспыхнул на распределительном центре и быстро охватил весь комплекс. Здание площадью около 111 тысяч квадратных метров полностью выгорело. Подозреваемого уже задержали, это 29-летний работник компании. Полиция изучает видео, где подозреваемый поджигает продукцию и говорит, что ему не платят достаточно, чтобы жить. Пожар стал одним из крупнейших в районе, может привести к перебоям с поставками туалетной бумаги. Ущерб колоссальный – до $200 миллионов. Друзья, что думаете о всех этих событиях? Пожалуйста, оставьте комментарий. На этом все. Спасибо вам, как всегда, большое за поддержку. Напомню, мне будет приятно за каждый ваш лайк и репост. И до встречи уже завтра.